Виталий Мефодьевич Соломин – выдающийся советский и российский актер, режиссер театра и кино, а также сценарист, чьи яркие роли навсегда вошли в историю отечественного искусства. Он родился 12 декабря 1941 года в Чите, в семье музыкальных педагогов Зинаиды Ананьевны Рябцевой и Мефодия Викторовича Соломина. С раннего детства Виталий увлекался музыкой, занимался игрой на фортепиано под руководством родителей, что сформировало его творческое восприятие мира. После окончания школы в 1959 году Соломин поехал в Москву, чтобы продолжить свое образование в Высшем театральном училище имени Щепкина, где уже учился его старший брат Юрий Соломин. Впоследствии народный артист СССР. Виталий стал учеником народного артиста Анненкова, а также в течение нескольких лет работал под наставничеством Казанского. Среди его однокурсников были такие будущие звезды, как Олег Даль, Михаил Кононов и Виктор Павлов. Уже со второго курса Соломин начал активно выступать на сцене Малого театра, одного из самых престижных театров Москвы, который стал для него вторым домом. Там он демонстрировал широкий диапазон актерского мастерства, обретая репутацию многогранного и талантливого артиста. В последующем он не только играл ведущие роли, но и пробовал себя в режиссуре, поставив спектакль по произведению Островского и поддерживая молодых коллег, вдохновляя их своим опытом. Кинематограф встретил Соломина в начале 1960-х годов. Его первая роль в фильме «Застава Ильича» оказалась невидимой из-за запрета картины, однако вскоре наступил прорыв. В 1966 году он получил заметную роль в мелодраме «Женщины». Большой успех пришел к актеру в конце 1970-х, когда он получил предложение сыграть доктора Ватсона в телесериале Игоря Масленникова о приключениях Шерлока Холмса. Его партнер по экрану Василий Ливанов воплотил образ Холмса, и их дуэт стал одним из самых знаменитых в мировой киноистории. Фильмы не только снискали любовь советской публики, но и получили признание за рубежом, в том числе в Великобритании. Личная жизнь Виталия Соломина была наполнена как радостями, так и трудностями. Его первый брак с актрисой Натальей Рудной поначалу связывал творческий союз, но различия в характерах и образе жизни привели к разрыву. Второй брак с Марией, студенткой текстильного института, оказался более крепким и гармоничным. Мария стала для Виталия не только супругой, но и верным другом, поддерживая его во всех начинаниях и разделяя домашний уют. В этом браке родились две дочери – Анастасия и Елизавета, которые стали продолжением творческой династии. Виталий сочетал насыщенную театральную и кинематографическую деятельность с заботой о семье. Несмотря на постоянные гастроли и репетиции, он уделял большое внимание близким, стремился создавать дома атмосферу тепла и любви. Его ответственность и преданность семье были примерами для многих поклонников. Последние годы жизни артиста были омрачены проблемами со здоровьем. Он страдал от гипертонии и сильных головных болей. Однако любовь к искусству и сила воли позволяли ему продолжать работу на сцене. В апреле 2002 года во время спектакля в Малом театре он внезапно почувствовал себя плохо и был госпитализирован. 27 мая 2002 года сердце Виталия Соломина остановилось, оставив глубокую утрату в мире театра и кино. Наследие Виталия Соломина невозможно переоценить. Его образ доктора Ватсона навсегда останется в сердцах миллионов зрителей. В 2007 году в Москве на Смоленской набережной был установлен памятник Холмсу и Ватсону, знак признания и уважения его творческим достижениям. Соломин оставил после себя богатую кинематографическую и театральную коллекцию ролей, стал символом верности искусству, таланта и человеческой доброты. Жизнь и творчество Виталия Соломина вдохновляют многих и свидетельствуют о том, что истинное мастерство требует не только таланта, но и стойкости,
преданности своему делу и близким. Его путь от мальчика из Читы к прославленному доктору Ватсону – это история о силе духа и любви к жизни.